Я объединил раздельный санузел и увеличил его за счет коридора. Что обычно в хрущевках стиральная машина стоит где-нибудь на кухне, а здесь она в ванной. И из важного еще здесь находится датчик. Если у вас есть возможность поставить электрический полотенцесушитель, пожалуйста, используйте эту возможность, так как водяные очень быстро приходят в негодность. Для того, чтобы спрятать водонагреватель и все коммуникации, мы сделали еще одну нишу с жалюзийными дверками. Тут у нас прячется санузел. Здесь много тоже применено всяких хитростей, потому что он маленький, нужно было поместить сюда все, чтобы можно было здесь развернуться. Не хотелось отказываться от ванной в пользу душевой кабины, поэтому стиральную машину вынесли в специальную хозяйственную комнату. В мокрой зоне у нас плитка с акцентной затиркой, а в такой более сухой зоне это обои. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наши новые видео и вдохновляйтесь на переделки. Изначально тут был проход на кухню, но сейчас здесь располагается вход в ванную. И благодаря этой перепланировке мы смогли поставить сюда полноценную ванную на 160 сантиметров. И Анна может в ней спокойно лежать, чего она очень хотела. А также у нас здесь поместилась стиральная машина с функцией сушки, что тоже очень удобно, потому что обычно в хрущевках стиральная машина стоит где-нибудь на кухне, а здесь она в ванной. В стенах у нас светлая глянцевая плитка вертикальной раскладки, но мы ее положили не до потолка. Наверху покрасили водостойкой краской в пыльный розовый оттенок, и потолок у нас также в этот цвет окрашен. У нас также здесь нет освещения на потолке, и мы не хотели делать никаких натяжных потолков, поэтому все освещение это бра. А еще у нас здесь поместилась компактная раковина, что очень удобно, можно спокойно умыться. И хотелось рассказать про небольшой косяк. В старом фонде, как правило, водяные полотенцесушители подключаются к стояку отопления. В квартирах новых водяной полотенцесушитель подключается к горячей воде. У нас подключен к отоплению, и получается так, что работает он только в отопительный сезон. Хотелось еще рассказать про одну фишку. Мы сохраняли здесь напольное покрытие во всей квартире, об этом мы уже говорили. И пытались вычистить существующую плитку от грязи, которая все равно скопилась за такое количество времени, все-таки с 1964 года дом постройки. Когда мы выложили плитку по стенам, мы поняли, что плитка, которая здесь была, она никак не сочетается с нашей светлой, красивой глянцевой плиткой. Поэтому было принято решение, я уговорила Анну, и мы ее покрасили. Сначала мы купили грунт с высокой адгезией, им покрыли плитку, а сверху 2 слоями краски в цвет плитки мы перекрыли все это. По прошествии года, по отзывам Анны, есть небольшие сколы на плитке, но в принципе на краске. Но в принципе это имеет место быть, когда нужно очень бюджетно, быстро обновить ваш интерьер. Помимо бра, здесь есть еще один секретный источник света. Это естественный свет. Он у нас исходит из окна. Изначально не было обрамления на окне, и кошка прыгала у Анны между стиральной машиной и холодильником. И вот буквально недавно она сделала обрамление, поставила стекло, но свет он также проникает в ванну, и можно в принципе не использовать искусственные источники света. А здесь мы спрятали счетчики на воду, они у нас располагаются за таким невидимым люком. Санузел мы решили достаточно бюджетно. Мы покрасили стены в тот же самый цвет, что и в ванной, и плитку на полу также покрасили. Поставили унитаз и над ним бойлер. А в санузле освещение это бра со стеклянным плафоном, такой же как на кухне. А здесь в прихожей у нас другого типа бра с ротанговыми вставками, и они же у нас на вешалке при входе. Находимся в санузле,
Он совмещен. Изначально по первоначальной планировке здесь был раздельный санузел, крошечная ванна, крошечный туалет, но мы решили, что это неразумно, и объединили, снеся стену. В этой зоне располагается большая длинная столешница от стены до стены. Это Икея, натуральное дерево, покрытое лаком для дерева, тоже икеевским. Раковина врезана внутрь. Под столешницей находится стиральная машина, корзина для вещей грязных, для белья спрятана. И здесь есть несколько полок, где я храню детские принадлежности, вроде пеленок и прочего. Здесь сейчас организован пеленальный стол для малышки. Когда она подрастет, это просто убирается. И здесь пустая столешница. Я очень люблю это свободное пространство. Здесь обычно ничего не стоит, или я ставлю какой-нибудь цветок. И на полках я храню самые необходимые вещи для макияжа и прочего, для косметические принадлежности различные. И здесь в стене имеется лючок потайной, и там выход к трубам мы зашили. Открывать сейчас не буду, потому что здесь организовано детское пространство, и это не очень просто сейчас сделать. Но вообще вот просто втапливанием руки он открывается. Из мест для хранения здесь еще есть полка небольшая, икеевская. Это такой узкий шкафчик, 20 сантиметров. Мне кажется, это самый узкий шкаф в Икее, который только можно было найти. Здесь у нас располагается ванная и душевая лейка. Мы поставили также водонагреватель. Он очень большой, рассчитан на достаточно большую семью. Но это было хорошим решением, потому что в течение периода отключения горячей воды у нас она всегда есть в изобилии. Под ванной за дверцами тоже есть места для хранения. Там я храню бытовую химию. Что касается отделки, на полу у нас плитка. И в мокрой зоне мы тоже решили сделать плитку. Это классический кабанчик. В остальной зоне все та же наша краска, которой окрашена вся квартира. На самом деле эту краску можно было использовать и в зоне душевой, потому что она водостойкая. Но мы решили, что можно разбавить немножко краску, и добавили в эту зону плитку. Я не жалею, мне очень нравится то, что у нас так смиксована краска с плиткой. Также из мест для хранения есть вот такая полка сверху. На ней я просто храню полотенца, чтобы они всегда были под рукой чистые. Я люблю менять их постоянно. И из важного еще здесь находится датчик. Это датчик мокрых зон. Он установлен под ванной и под раковиной, под стиральной машиной точнее. Если вдруг у нас что-то случится, потечет, и на этот датчик попадет вода, вся вода в квартире отключится по этому стояку. Это для нас была очень принципиально важная вещь, потому что мы уже однажды имели опыт затапливания всего нашего стояка до первого этажа. Поэтому такие датчики у нас стоят в ванной и в зоне кухни. Мы находимся в ванной комнате. Здесь я применяла хомстейджинг для экономии бюджета. Первое, что мы сделали, это покрасили плитку. Плитка здесь была от предыдущего собственника. Я ее покрасила. Перед тем, как выбрать краску, нужно сначала грамотно затереть швы. Затирка здесь частично была утеряна. Восстановили затирку, затем прогрунтовали в несколько слоев и покрыли это все влагостойкой краской для влажных помещений. И этому покрытию уже год, ведет себя отлично. Стиральная машина досталась нам от предыдущего владельца. Она достаточно габаритная, занимает много места в пространстве. Очень хотелось организовать здесь красивую зону с накладной раковиной, и долго думали, как же это все обыграть. Выход пришел сам собой. Мы увидели мебельный щит в магазине, решили, что это отличное решение для столешницы. Купили, я его прогрунтовала, покрыла лаком для влагостойких помещений. И мы купили вот такие подстолья с двух сторон. Прекрасно разместили здесь как накладную раковину, так и стиральную машину на 60 сантиметров. Раковина, кстати, весит всего 2 килограмма. Это полиэтилен. Я так понимаю, это новое слово в
мире сантехники, и в использовании оно очень даже удобно, несмотря на то, что высота от пола раковины около 100 сантиметров. Над столешницей у нас находится вертикальное хранение, это небольшой пенал, мы купили его на масс-маркете. Здесь у нас все самое необходимое. Во всех хрущевках главный момент по санузлам остается неизбежным. Это вот такой порожек. Ну, мы решили с ним тоже ничего не делать. В принципе, он нам никак не мешает. Просто решили его обыграть с тем же напольным покрытием, которое здесь есть. Кстати, это не плитка, это самоклеющиеся панели ПВХ, которые тоже сэкономили нам бюджет. В ванной комнате у нас естественная вентиляция. Короб мы также покрасили той же краской, что и плитку. Здесь у нас водяной полотенцесушитель с кранами для перекрытия. Если у вас есть возможность поставить электрический полотенцесушитель, пожалуйста, используйте эту возможность, так как водяные очень быстро приходят в негодность. Под ванной находится у нас небольшое хранение. Экран снимается, и там есть полноценный доступ. Сценарий освещения в ванной комнате всего один, это верхняя люстра, но ее достаточно, чтобы наносить макияж. Также рядом с зеркалом здесь проходит стояк с горячей водой, его, к сожалению, никуда не перенести, не убрать, поэтому я задекорировала это искусственной зеленью. По-моему, выглядит очень даже неплохо. На хомстейджинг туалетной комнаты ушло всего 7000 рублей. И давайте посмотрим, что же там получилось. Стены пошли у нас под покраску. Сначала слой грунтовки и слой краски для влажных помещений. Плитку на стенах мы также оставили неизменной, только покрасили ее той же самой краской, что и в ванной комнате. На полу тоже плитка ПВХ, 1000 рублей за квадратный метр. Немножко отличается просто орнамент и цвет. За унитазом небольшое хранение, которое муж у меня сделал самостоятельно из подручных средств. Пойдем в ванну. Она у нас получилась достаточно просторной. Я объединил раздельный санузел и увеличил его за счет коридора. Получилось 3,5 квадратных метра. Это позволило поставить кабину душевую со сторонами метр на метр. Но это очень большое пространство, мыться вполне удобно. Свободно разместилась стиральная машинка глубиной 45 сантиметров со встроенной сушкой. Над ней шкаф под размер для всякого порошка и прочего хозяйства. Столешница с умывальником, зеркалом, совсем необходимым. Место для умывания это столешница из обычного ДСП, покрытого белым пластиком, и накладная белая раковина, черный кран, зеркало, похоже, можно купить на маркетплейсе In My Room, обязательно розетка для фена и металлическая полочка для всего необходимого. Такие немножко ретро потолочные светильники, все остальные, как иллюминаторы, плоские, белые, светодиодные. И вот этот шкаф над унитазом, я вынужден был его поставить, чтобы закрыть коммуникацию и водяные счетчики. Здесь странная планировка была. Стояк холодной воды находился в туалете, а стояк горячей воды в ванной. Пришлось их как-то соединять и колдовать, куда разместить закрывающие краны и непосредственно счетчики. Ну, удалось все спрятать в этот шкаф. Верхние полки можно использовать по хозяйству. Как вы видите, все черно-белое, смотрится из-за этого очень стильно. Ну, некоторые могут сказать, что же в этом сложного, какой же в этом дизайнерский труд. Берешь белые стены и наполняешь черными вещами. В ответ на это я вам скажу, так и есть на самом деле. Ничего сложного, все просто и все красиво и стильно получается. Рекомендую. Ну, бывает сложно найти сантехнику черного цвета,
Но я все заказывал у китайцев в интернете. И единственный совет — не выбирать самые дешевые варианты, потому что есть вероятность нарваться на брак. А средний ценовой сегмент, как правило, работает очень хорошо. А у этой душевой кабины вот в эти резиновые уплотнители встроены магниты, поэтому при закрывании они схватываются и прочно удерживают соединение. Обратите внимание, на полу мягкий коврик для комфорта, но он положен прямо на плитку. И если не использовать специальную сетку противоскользящую, то в ванной это очень опасно, потому что он может скользить. Поэтому мой совет: используйте сеточку, которая раньше продавалась в Икее, сейчас в других магазинах можно найти. И тогда коврик будет устойчив и из-под ног не выскользнет. Мне нравится Marketplace InMyHome, там большой выбор товаров, тысячи, и очень удобно все устроено. Один менеджер, один заказ, одна доставка. Привезут все в назначенное время. Здесь в небольшом помещении использованы 3 вида отделки. Во-первых, душевая мокрая зона — это керамическая плитка вертикального расположения. Дальше идет просто крашеная стена, влагостойкая, и кирпич, который я оставил в аутентичном виде, просто покрыв белой краской. Потолок тоже покрыт водостойкой белой водоэмульсионной краской. Мы попадаем в ванную. Плитка на полу в ванне выбрана специально та же самая, что и в коридоре, чтобы избежать некрасивого порожка. Дверь в ванне у нас с прозрачным остеклением. Она здесь установлена не просто так. И это решение было сделано с самого начала. Мы установили на дверь, чтобы скрыть остекление, вот такую вот шторку. Она называется «Кафе». На этой двери есть маленький шпингалет в ретро-стиле. Также в ванне помимо плитки у нас есть покрашенные стены, цвет темный и светлый, никаких следов от воды на ней не остается, все легко вытирается влажной тряпочкой, не остается никаких пятен. По поводу систем хранения в ванной комнате у нас есть постирочная, так скажем. Двери выполнены жалюзийными, покрашены в цвет стен, колеровка одна и та же. Помимо стиральной машинки у нас тут есть небольшая зона хранения, где мы прячем все косметические средства. Из-за того, что мы объединили ванную с туалетом и захватили часть коридора, у нас получилась небольшая несущая балка в туалете и в ванне. Есть также небольшие системы хранения, это крючки. Часть крючков хорошо гармонируется с вот такой тумбочкой под дерево. В качестве системы хранения можно использовать вот такие сетки, в них можно хранить не только туалетную бумагу, но абсолютно все, что хочешь, полотенца, фены, какие-то плойки или шампуни, это очень стильно смотрится. Также у нас тут есть милая такая деревянная табуреточка, она здесь на самом деле никакой функциональной роли не играет, просто хотелось побольше сделать здесь дерева. И была куплена специально вот такая вот табуретка, сочетается хорошо с наконечниками на крючках и самой тумбой. Под раковиной тоже располагается зона хранения. Здесь есть моющие средства, которые, в общем-то, выглядят не очень красиво. Нужно пересыпать их в одинаковые баночки, пока времени для этого нет. Для того, чтобы спрятать водонагреватель и все коммуникации, мы сделали еще одну нишу с жалюзийными дверками. Тут у нас прячется вся разводка по сантехнике, собственно, сам водонагреватель. Из-за того, что мы переносили стояки водоснабжения, трубы уходят немножечко под потолком. За счет этого пришлось установить и сделать его натяжным. Также тут есть полотенцесушитель, он у нас электрический, это огромный плюс этого полотенцесушителя, то, что его можно разместить абсолютно в любом месте ванной комнаты, и самое главное, он не протекает. Можно настроить нужную температуру, какая вам будет удобна. Ну и вот, собственно, все. Цвет черный гармонично сочетается со светильниками на стене и на потолке. Изначально
Мы планировали в этом помещении разместить именно ванну, а не душевую кабину, так как она более гармонично подходит к интерьеру, нежели чем душевая. Приобрели вот такую душевую стойку в ретро-стиле. Плюс вот эта зона хранения позволила нам установить комфортно в 3 стены эту самую ванну. Все коммуникации под ванной запрятаны, ну, собственно, под самой ванной. К ним есть доступ вот с помощью такого лючка. Сейчас я вам покажу. Нет, не покажу. Теперь пойдем смотреть санузел. Санузел здесь совместный, совмещенный. И он по площади такой же, как и был раньше. Он слегка расширен в сторону прихожей для того, чтобы можно было поместить душевую кабину, но эта его часть, она вдвинута сюда, поэтому по площади он такой же. Санузел, здесь много тоже применено всяких хитростей, потому что он маленький, нужно было поместить сюда все, чтобы можно было здесь развернуться. Вот, ну что здесь есть? Во-первых, самое интересное – это то, как организован стояк вообще водопроводный в этой квартире, потому что стояк изначально находился на своем месте, вот, но он был очень узкий и маленький, разместить в этой нише стояка невозможно было ни счетчики, ни фильтры водяные, ничего. Вот, поэтому мы сделали из общего стояка отвод и сделали стояк, где расположены все краны, и все, что необходимо, вот в этом месте. То есть это находится за унитазом, между унитазом и прихожей. И я покажу, как это устроено. Дальше здесь есть душевая кабина с дверью. И в этой душевой кабине есть люк, который открывается в стояк общий. То есть его сейчас не видно. Люк закрыт вместе с стеной, он закрыт плиткой кафельной, но есть шов, который не заделан, а он заделан силиконовой замазкой. Поэтому при необходимости, если вдруг придется иметь доступ к общему стояку, этот люк открывается, замазку силиконовая вынимается и обратно потом все это ставится. Вот мы решили сделать люк, чтобы потом в случае аварии ничего здесь не ломать и не портить. Вот, это такая кабина. Душевая, здесь сделан пол из плитки на поддоне под плитку. То есть мы делали не керамический, не железный поддон, здесь поддон под плитку и выложен плиткой. Вот, что еще? Здесь, конечно, много зеркал. Здесь есть стеклянная стена, которая соединяется с кухней, с той стороны это кухня. И за счет вот этих стеклоблоков, конечно, здесь светло, и здесь как будто больше воздуха, кажется, что санузел больше. Плюс еще здесь есть большое зеркало во всю стену, тоже, конечно, увеличивает этот санузел. Кажется, что он большой, на самом деле очень маленький, там меньше 4 квадратных метров. Вот, в санузле сделана дубовая столешница, на ней стоит раковина. Под столешницей мы сначала не хотели, но потом все-таки сделали полку, потому что здесь можно разместить какие-то корзинки там с нужным. Вот здесь сделан ящик. Вот, в ящике тоже лежит все нужное, там внизу какие-то там швабры для уборки складные. В общем, здесь тоже есть такой небольшой ящик. И плюс еще там проходят трубы на кухню. Вот здесь поставили корзину для белья. Здесь есть мусорная ведерко. Здесь есть гигиенический душ. В общем, все, что нужно. И электрический полотенцесушитель. Сделали мы его на заказ. Он маленький, шириной 35 сантиметров. Есть фабрика в России, которая делает на заказ любого размера электрические полотенцесушители. В санузле есть секрет. За этим щитом, за этой стеной находятся все трубы и фильтры. Сейчас я покажу, как мы поступаем, если нам нужно что-нибудь там заменить. Значит, щит снимается. Он тяжелый. Вот, но тем не менее его можно снять. Вот так. Вот. И за ним располагается 2 фильтра, потому что в Солнечногорске в центре не очень хорошая вода. Фильтры это обязательное. И также в этом стояке располагается водонагреватель на 30 литров, который подключается в случае отключения горячей воды в доме. Его можно включить, там есть розетка. В общем, это то, что мы должны были спрятать в санузле, не заняв дополнительной площади. Здесь еще есть момент, что вот этот водонагреватель, он же толстый, большой такой баллон, да, вот, он по конфигурации он выдвинут в сторону прихожей.
То есть там такая конфигурация стены, сейчас я покажу с обратной стороны, что мы его разместили, он как бы на антресоли, которая выпирает в сторону прихожей. Вот такое решение нам пришло. Вот, по-другому никак здесь это разместить было нельзя. Вот, тем не менее, все у нас поместилось. Площадь санузла очень небольшая, но здесь разместилось все необходимое. Не хотелось отказываться от ванной в пользу душевой кабины, поэтому стиральную машину вынесли в специальную хозяйственную комнату. Под ванной есть небольшая ниша. Это очень удобно. Подходить к ванной, что-то в ней делать, ноги не упираются. Для того, чтобы поддержать дух 60-х, мы решили плитку не выкладывать до потолка, а окрасить верх стены и потолок в оливковый цвет. Поскольку санузел оформлен в достаточно нейтральных тонах, мы решили сделать акценты на черный цвет сантехники и на металлическую тумбу черную. Причем хотелось, чтобы здесь было больше воздуха, не загроможденное пространство, поэтому открытая система хранения просто с красивыми коробочками. Кроме того, за зеркалом тоже есть система хранения небольшая. Так же, как во всей квартире, здесь у нас точечные светильники на потолке. Здесь планируется полотенцесушитель, который пока не приобретен. Ну и владельцы домашних животных меня поймут, всегда нужно где-то предусмотреть место для лотка. У нас лоток идеально вписался рядом с инсталляцией. И есть такой нюанс для тех, у кого есть домашние животные. Дверь в ванную должна быть всегда немного приоткрыта, чтобы кошка могла пойти воспользоваться лотком. Я купила вот такой стопер, это очень удобно. Мы находимся в ванной, и она у нас тоже яркая, как и вся остальная квартира. В мокрой зоне у нас плитка с акцентной затиркой, а в такой более сухой зоне это обои. Они распечатаны на стеклохолсте и сверху еще дополнительно покрыты лаком. Но на самом деле вода сюда не попадает, потому что в ванной очень тепло и вся вода очень быстро испаряется. Кроме того, здесь есть вытяжка и влага здесь не застаивается. За туалетом у нас шкаф для всяких шампуней и гелей для душа и мицеллярной воды. Вся сантехника встроена в стену и в зоне ванны, и в зоне раковины. Под раковиной у нас такая штука, мы ее используем для хранения, например, здесь мы храним фен, ну и еще всякие мелочи. В ванне несколько сценариев освещения, и вот эти светильники, которые располагаются прямо над водой, они влагостойкие. Кроме того, здесь есть основное освещение возле зеркала, и можно здесь также зажечь свечи. Площадь ванной комнаты очень маленькая, и, казалось бы, очень логично здесь оставить душевую кабину, но мы решили все-таки поместить ванную, потому что ее просто легче мыть. И мы оставляем гостям соль для ванн, и мне кажется, это очень прикольно как-то после рабочего дня или, может быть, после туристического дня принять ванну с солью. На этом мы заканчиваем наш рум-тур. Я была рада познакомить вас со своей квартирой. Может быть, вам понравились какие-то идеи, и вы что-то для себя почерпнули новое. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить.